страна, которая всегда побеждала Россию в войнах. Россия была одной из самых воюющих стран в мировой истории. Ее армия почти не знала покоя, и за XVIII и XIX века мирные годы исчислялись буквально 1,5 десятилетиями. Большинство войн того периода проходило довольно успешно. Уничтожена Османская империя, разделена и разгромлена Речь Посполитая, Швеция решила, что нейтралитет выгоднее войны, но была одна страна, войны с которой Россия неизменно проигрывала. Конфликты шли как напрямую, так и гибридно. Российская империя стремилась сначала закрепиться на Балтике, затем в Черном море, а потом и в Средней Азии, где неизменно встречала гегемонию Британии. Они не заявляли напрямую о нежелательности видеть Россию рядом, но активно чинили препятствия руками буферных стран. И им удалось оттеснить Россию из Персии, не дать выйти в Индию и на Балканы. До прямого столкновения дошло лишь 3 раза. И все 3 раза Россия проиграла эти войны, которые хотя и не имели критического значения, но отлично показали, что баланс сил далеко не в пользу России. Российская армия проиграла 2 схватки с Наполеоном в Европе, куда завели ее спесь и гордыня Александра. Император после позора на всю Европу под Аустерлицем, причем личного позора, когда во всех домах хохотали над трусливым русским властителем, который сбежал с поля боя и был найден своими казаками под дубом, с ужасным приступом расстройства кишечника, проникся уважением к Наполеону. Подписание мира в Тильзите, ныне Советско-Калининградской области, сопровождалось взаимными признаниями в любви и планами наказать подлых англичан. Император России сам предложил перейти на сторону Наполеона, и Франция благодушно приняла этот жест. «Я так же, как и вы, ненавижу англичан и готов вас поддерживать во всем, что вы предпримете против них». В таком случае, прозвучал ответ Наполеона, мы сможем договориться, и мир будет заключен. Атаковать Британию Россия не могла, ее флот был слишком слаб для войны с царицей морей, где проживала половина населения мира, но блокаду вполне поддержать умела. Британия в августе 1807 года решила вопрос о торговле в северных морях, десантированием и захватом Копенгагена, выведя Данию из активного сопротивления. Сражения этой войны Англии и России были мелкими при столкновении кораблей в открытом море. Сначала англичане задержали и арестовали российский корабль у берегов Южной Африки. В 1807 году адмирал Синявин попал под шторм, едва уцелел и привел корабли в Лиссабон, где его немедленно окружили английские шхуны. Атаковать потрепанный флот англичане не стали, но конфисковали корабли, а экипаж с адмиралом отвезли в Ригу. В Балтийском море в 1808 году англичане разгромили 3 российских корабля, взяли в плен экипаж, не потеряв при этом никого их своих. В 1809 году фрегат «Опыт» был расстрелян и пленен британским судном. Экипаж отпустили по домам, взяв подписку о неучаствовании в войне против Англии. После этого британцы еще символически атаковали городу Колу на севере России и разорили несколько рыбацких деревень. На этом война закончилась до вторжения Наполеона в Россию, что автоматически перевело Россию в союзники. За период войны Россия потеряла 800 человек, несколько кораблей, Англия – 120 человек и ни одного судна. Следующая война была куда более масштабной. В Крыму столкнулась Россия, дряхлеющие османы и поддержавшие их Англия и Франция, которые не желали гегемонии России в Черном море, а с перспективой и в Средиземном. Россия сама спровоцировала войну, находясь в патриотическом угаре николаевских времен. Милитаризация, истеричная пропаганда внушили населению уверенность о том, что страна имеет невероятную военную мощь и непогрешимость, за что все и поплатились, легко ввязавшись в драку с заведомо превосходящими силами. Английский дипломат Сеймур откровенно упрашивал императора остановиться и был в отчаянии от его упрямой позиции. Англия стремилась сохранить в Иране и Турции независимые государства,
чтобы они были буфером между Россией и британскими колониями. Россия же пыталась их сломать и выйти на восток уже во всей мощи, столкнувшись напрямую с Англией. Победа Нахимова при Синопе напугала Англию усилением России еще и на море, что делало уже неизбежным ее ослабление любым путем, пока не поздно. 200 тысяч английских солдат прибыли в Крым из Англии и колоний, и 22 тысячи останутся лежать в нем навеки. Война на суше была для Британии куда менее успешной, они напали и откатились от Очакова. При бомбардировке Одессы сами понесли потери и были захвачены в плен. В сражении при Альме потеряли около 2000 солдат шотландских горцев, хотя и победили в общем итоге. Осада Севастополя, неудачные и постоянные попытки русской армии сорвать ее, показали, что даже на суше армия Британии не уступает, а часто и превосходит Россию. На море Британия терзала Россию ударами на Белом, Черном и Балтийском морях, в Тихом океане. По итогам войны обе страны затеяли масштабные реформы. Россия из-за общего унизительного поражения и тотального разложения высших чинов, что показала война, а Англия из-за явного проявившегося бардака при ведении таких глобальных войн на другом конце света. Третье столкновение случилось после революции 1917 года, когда территории бывшей Российской империи заполонили интервенты. Что они хотели? США и Англия открыто заявляли, что у них нет планов и смысла завоевывать такую огромную территорию, они лишь обеспечивают неучастие России в войне на стороне Германии, так как на Западе большевиков считали германскими наймитами, которые будут отрабатывать инвестиции в них. Попутно велся грабеж ценного и разведывательная деятельность. Первое боевое столкновение случилось в 1918 году в Балтийском море, где Англия атаковала два советских судна – «Автройл» и «Спартак». Оба они после непродолжительного боя подняли белый флаг. Затем англичане, армия Юденича и эстонцы атаковывали с моря кронштадтские форты и советские корабли с переменным успехом. По мере усиления Красной армии пыл британцев спадал, и военные действия становились все тише, пока не сошли на нет. В итоге, из 3 проведенных войн, Россия точно проиграла 2, причем с более высокими потерями и тотальным неуспехом на море. Интервенцию сложно считать полноценной войной, но и там британская история успехов выглядит более интересной. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.